Это снова мы, вернее наш багаж и маленькая собачонка. А значит, мы снова куда-то направляемся. Там что-то булькает. Это камень башка попадет, совсем мертвый будешь. Написано тут. Проверь глубину. Это не пипец. Это не пипец. Это... Кать, ну, потому что тут нет ужаса какого-то, и приятно плавать. В эту поездку мы, как обычно, решили посетить сразу несколько примечательных мест. Из оригинального наш маршрут будет пролегать из полупустыни в субтропике Азербайджана – Ленкорань. Да-да, в Азербайджане как нигде можно найти все 9 климатических зон из 11 возможных. Мы были настроены на спокойное путешествие. Безмолвные камни в Гобустане, булькающая вулканическая грязь, затем пляж – ничего не предвещало приключений. Но все пошло не совсем по нашему плану. А вот и Гобустан, знаменитый своим уникальным музеем под открытым небом. Интересно, что название этого места происходит от сочетания слов «гобу» и «стан», что можно перевести как «страна оврагов». Уникальная особенность этого места связана с петроглифами. Если кто не вспомнил, то петроглифы – это изображение на камне, которое считается первобытной формой искусства и, возможно, даже прародителем письменности. Наскальные рисунки охватывают период аж с XII века до нашей эры и до средних веков, что производит огромное впечатление. Есть разные места на планете, где можно увидеть наскальную живопись. Но именно здесь вы встретите уникальное сочетание количества и сохранности петроглифов для такой продолжительной эпохи. В 2007 году Гобустан был включен в список всемирного материального наследия человечества ЮНЕСКО. Это реально огромный парк из различного калибра камней, несколько уровней, где практически каждый камень имеет историческую ценность. Задумалась, а что останется от современного человека через такие же 10 тысяч лет? В мыслях о камнях и вечности мы поехали взглянуть на грязевые вулканы, ну или вулканчики. Если не заморачиваться с маршрутом и ехать по удобной и ровной дороге, то попадете, как и мы, к скоплению мелких и действующих вулканов. Местные гиды на авто с повышенной проходимостью иногда очень настойчиво предлагают туристам попасть на крупные, но не обустроенные грязевые вулканы. Там есть просто нехорошо, да, хорошо вулкан там. Большой вулкан есть, озеро вулкан есть, маленький вулкан есть, большой вулкан там. Дорога плохо. Давай. Общий 20 манат, 20 манат. Туда-обратно. Давай, спасибо. Грязевые вулканы, они где-то в той стране. Вон их видно отсюда. Вот. Тут строится большой какой-то комплекс туристический. Когда его достроят, это место посещать будет стоить каких-то денежек. Из нашего опыта посещения других мест, скорее всего, не меньше 9 манат для иностранцев. Для местных это бесплатно, а для иностранцев будет... Но для местных это может быть 4-5 манат. Но зато здесь появится туалет, скорее всего. Возможно, даже можно будет купить кофе нормальный. Поэтому это будет стоящее своих денег. Вот. Но вокруг огромное количество разных бесплатных, условно бесплатных вулканов, до которых вас местные с удовольствием довезут по цене от 20 до 50 манат. Один есть такой большой, огромный, куда могут залезть. Я бы не утверждал, что один, их скорее всего много, но один, который мы видели в интернете, где купалась Ивлеева, вот, а есть еще наверняка другие большие. Вот, да. Купалась, залезала, вот, измазалась, пачкалась. И табличку повесили, там купалась Ивлеева. Здесь все, пойдем посмотрим. Да, все.
Прикольно наблюдать эти небольшие кучки грязи, булькающие словно густой суп-пюре. В будущем перемещение туристов обещают сделать более комфортным и привлекательным как для фото, так и видео. Да не бойся, это ничего с ней не случится, ничего не бойся. То вдруг она может... Что там такое? Что там такое? Там булькает что-то? Там что-то булькает. Ой. Ой. Все, я поняла. Был. Страшно? Нет, страшно только за собаку. Да ладно, а что с ней будет-то? Не смажется. Ну и ладно, подумаешь. В этот раз мы могли еще свободно перемещаться от одного очага к другому, прикалываясь над тем, какие разные по размеру эти бульки, даже пытаться гадать на них или строить предположения, есть ли в недрах вулкана дно. Но вскоре мы осознали, почему тут требуются дорожки. Так, тут, судя по всему, был выплеск такой большой, да? Вот, часто оно булькает просто. Выбульки, да? Опа! У нас эксцесс. Вот так. Это как так вообще? То есть... Ну тут было, в принципе, это. Тут было подсохше. Я уже наступил и как бы ушел под землю. Блин, что делать? Все. Да. Хороший цемент. Какой хороший цемент. Не отмывается совсем. Да. Капец. Минус еще и микрофон. Ну, микрофон-то, я думаю, это ладно. Камера выживет. Я тоже надеюсь, что она выживет. Ну что? А кто хотел сегодня попасть в гараж? Папа, ты наш дилбрейкер настоящий. Кстати, он тут вот тоже чуть-чуть так подрагивает, то есть нельзя ходить где попало. Вот поэтому предполагаются дорожки, что могу сказать. Я Вытаскивай. в прошлый раз вот так вот пошел, а в этот раз... Блин, папа. Кто принял грязевые ванны? Ну, Я. всех предупреждал, что смотрите, не хотел? не провалитесь. Самый сильный, самый глупый. Да. Вообще балда. Пошел куда-то, блин, на лень. Так, собака, ты сейчас тоже будешь грязная. Подожди, пока я попробую это выжить. Это пипец. Это не то слово. Это не пипец. Это не пипец. Дети, если вас, это, как говорится, не ходите, дети, в Африку гулять. В Африке гориллы, злые крокодилы. Если вас это стихотворение не вразумило, то вот и вы поперлись на грязевой вулкан. Слава богу, это обычный грязевой вулкан. То, пожалуйста, не наступайте на верхушки вот этих пупырышков, вот этих вспучиваний, вот этих вулканов. Потому что даже если там грязь отходит где-то в сторонке, то верхушечка просто присохла. И если по ней идти, наступить, то она раз, и ты куда-то уходишь туда довольно глубоко. А если у вас в руках техника на несколько тысяч $, то вы рискуете ее потерять. Как минимум один микрофон я, скорее всего, точно убил. Наушники убил, потому что это все было на мне и в карманах. Ключ от машины, слава богу, работает. Вот это работает. Камеру еще не включал, сейчас буду ее разбирать, смотреть, что с этим дальше делать. Стабилизатор может тоже приехать, потому что он сильно намок.
Вот, ну надо подождать, наверное, чтобы отсохло. И как бы лишнюю воду не лить, отшелушить все. И, в принципе, можно поехать дальше. А вот моя прекрасная женщина встанет. Я тебя тоже сниму. Вот и ваша женщина тоже может стать вот такой красивой. Ну, ты знаешь, я Спасая от всяческих последствий вот этого необычного прикола жизненного. Как бы да. Соответственно, в плюсах то, что здесь есть строители, у которых есть биндешки, душ, и они, как сказать, сжалились. Да, сначала обливали меня из какого-то шланга, а потом пустили в душ переодеться. Кстати, да, если едете на грязевой вулкан, запасной набор одежды как бы лучше иметь на всякий случай. А смотри, она отваливается. Вот смотри, давай. Сейчас, подожди. Смотри, как очистить камеру от вулканической грязи. Просто оставьте ее посушиться на солнышке, потому что лишняя влага, которая в нее может попасть, если вы ее начнете поливать, может ее окончательно добить. Вот, микрофончик не можно, девушка? Можно. Вот. Соответственно, вот мы прямо сейчас вот вместе с вами наблюдаем, как большие куски вулканической грязи постепенно начинают отшелушиваться. И как обычно, с тел красивых и не очень женщин, обмазанных грязью, это все также начинает отваливаться. Поскольку грязь лечебная, мы ожидаем как минимум увеличения ресурса камеры. Никакого там, она не может умереть, понимаете, она не может. Вот. В принципе, ждем. Грязевой вулкан опробован. Но пока лучше все-таки не нырять. То есть вполне себе нормально. Только единственное, что лучше подготовиться заранее. То есть, Надеть пакеты на камеру, на себя. все, лучше не нырять с камерой. Это как бы такой вариант экстремальный. Есть способы убить камеру более элегантно. Так вот, мое предложение по дальнейшему маршруту. Поскольку у меня грязнущие штаны и майка, то следующая остановка пляж. Как вы на это смотрите? А где ты его найдешь? В Ленкоране? Да. Едем мы-то в Ленкорань. Откровенно говоря, я думала, что кирдык нашим субтропическим планам, но, к счастью, я ошибалась. Дорога на Ленкорань и Астару, кстати, это уже рядом с иранской границей, один из самых благоустроенных хайвеев в Азербайджане. Круто, что такая дорога может быть бесплатной. Постепенно пустынные скудные ландшафты сменились пышными зелеными холмами и горами. Всего какие-то 2 часа дороги, и ты оказываешься в природе, чем-то напоминающей Таиланд. После всех наших приключений мы хотели искупаться в море как никогда. Ой. Вот, море прекрасное, все классное, люди купаются, я уже искупался, водичка теплая, местами прохладная, слоями идет прям так. Хорошо прям, очень комфортное море, очень классный песочек. Я просто не нажал на кнопочку «Запись», как обычно. Я почему-то совсем не удивлена. Не знаю. Человек рассеянный, с улицы. Шапка здесь, она не нужна. Мехди Заде. Да. Вот она, последняя серия нашего большого азербайджанского путешествия. И честно сказать, мы остались под впечатлением от
того, какой многообразной и удивительной может быть эта страна. Безусловно, Баку – это центр притяжения Азербайджана. Как не зайти, например, в загадочную девичью башню в старом городе? Или не заметить творение Захи Хадид, центр Гейдара Алиева? И не прогуляться по уютной, но бескрайней морской набережной? Это было по-настоящему офигенно. Но поверьте, еще больше эмоций и восторга мы получили, отправившись в районы за пределы города. Если и у вас есть такая возможность, обязательно ее используйте. Вот таким разным и удивительным мы запомним Азербайджан в 2023 году.